Привет всем! В этом видео я покажу, как отремонтировать цветной дисплей на Opel Omega B. Такая комплектация, магнитола идет с цветным дисплеем. И вот он сломался, показывает вот такую билиберду. Иногда постучишь и работает, иногда вообще не работает. То есть в основном вот такие помехи показывают. Самый простой и надежный ремонт — это будет замена матрицы. Такие матрицы продаются, от ТО можно заказать и поменять. Стоит она очень дорого. То есть там в районе $100. Но это единственная возможность отремонтировать этот бортовой компьютер. То есть мы меняем матрицу, и я думаю, она лет 10 прослужит и будет показывать. Для начала нам нужно будет снять панель приборов и потом вытащить БК из нее. Для начала нам нужно вытащить вот эти вот воздуховоды. Можно отверточкой, можно вот такими съемничками подковырнуть. В принципе, и отверточкой снимается. Вот, один и второй. Тут у нас два винтика есть, которые нужно будет открутить. Вот у нас один винтик выкручиваем. И вот второй. Дальше вынимаем вот эту вот консоль. Здесь у нас еще один винтик есть. Вот мы его откручиваем. Теперь нужно снять вот эту накладку. Вот у нас есть с одной стороны руля винтик, откручиваем. Снимаем накладку. И вот здесь вот у нас еще один винтик есть. Его мы тоже откручиваем. Все, мы открутили. Теперь вынимаем панель приборов. Вот так она просто вынимается. Только нужно будет вот здесь от компьютера. Вот у нас есть разъемчики. Отсоединить фишечки. Вот одну мы отсоединили. Вот и вторую. Нажимаем вот здесь кнопочку такую, отгибаем. И вот так просто он снимается. Теперь панель приборов можно в дом занести. Там, я думаю, будет удобнее ее разбирать. Дальше выкручиваем вот эти два винтика. И здесь бортовой компьютер, он держится вот на защелочках таких. То есть мы их отгибаем и вынимаем. С одной стороны и с другой так же само. Лучше взять плоскую. Вот, выняли. Теперь разбираем дальше. Здесь у нас уже под звездочку винтики. Вот здесь и вот здесь. Снимаем крышку. И здесь дальше, чтобы нам разобрать, нам нужно выпаять вот эти вот контакты. Это на кнопочки, которые идут для настройки. Там какие-то кнопки, я уже не помню. Вот они. Вот кнопочки, контакты к ним идут. И чтобы дальше нам разобрать, нужно вот здесь вот олово убрать.
первого раза может не получиться, тогда мы вот здесь вот потихонечку начинаем вынимать и греем и приподнимаем. Вот оно начинает отставать. И с этой стороны так же само. Все готово. Теперь вынимаем. Здесь уже раньше пробовал ремонтировать, то есть я поджимал, подкладывал вот этот поролончики. Но этот ремонт ненадолго его хватило, то есть оно через время вот опять начало мигать. Так, и менять мы будем вот эту вот часть. Вот, мы ее отсоединяем. Здесь отсоединяем. И также шлейф нам нужно будет отсоединить. Вот здесь шлейф пристегнут. Вот разъемчик есть. Я не знаю, видно, не видно. Но вот здесь нужно будет раз подковырнуть защелочку. И с другой стороны. Вот, отстегнули. И вот дисплей наш новенький. Вот такой коробочкой он пришел. Вот, точно такой. Такая же модель. Фирма Sharp. Вот здесь защитная пленка, но я ее потом сниму. Сначала нам нужно будет обратно шлейф подключить. Вот, расстегиваем замочек вот этот. И одеваем шлейф. И одеваем разъем подсветки. Все готово, можно собирать в обратном порядке. Теперь опять припаиваем контакты. Собрал обратно панель приборов. Как видите, все четенько показывает. Это ночной режим, дневной режим. То есть как до поломки, так же само у нас изображение работает. Ссылочку на этот мониторчик я вам оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.